заряжается мой коньяка. Вот так это выглядит. 2 фары, пауэрбанк, ну, там чаек и хавчик, и энергетики мои. Погнали. Конечно, не хватает мне вот этой вот дырочки в сиденье, как на МТБ, куда можно вставлять все, что хочешь. Вот сейчас вот камеру реально некуда вставить. А я хотел вам показать, как я сейчас буду переодеваться полностью. Я буду сейчас снимать нижние штаны, подштанники, потому что я не пойму, что не так. Вот эти вот я вторые штаны сегодня одел попробовать. Лет-то мне надо, получается, и разуваться. Я хочу вот эти нижние вообще снять полностью. Соответственно, мне сейчас надо будет до трусов раздеваться на улице прям. Делать нечего. Я хочу... Я не пойму, эти штаны, вот верхние теплые, они как будто чуть большеваты. И на сраке задирается спина. И я не пойму, то ли двое пар штанов много, они и так теплые. То ли что? То ли штаны эти не совсем моего размера. Не совсем на мою сраку. В общем, получается, чтобы сейчас снять эти подштанники, мне надо полностью будет раздеться до трусов. Окей. Получается, мне и на скамейку не достать, уже буду босиком стоять на полу. Блядь, никого нет. Я хочу испытать эти штаны и эти ботинки вообще без подштанников, без теплых носков. Потому что это вот эти вот, они на меня маловаты. И это они задираются на сраке. Мне бесит. Плюс я хочу попробовать, насколько эти будут держать тепло. Никого? Вроде никого. О, это же другое дело. Трусишки поправить. Кто-то едет. Я вовремя успел. Хотя то, что я стою на скамейке босиком, тоже не очень может быть понятно людям. Надеюсь, я успею до того, как он сюда подъедет, этот велосипедист. Так, теперь обуваемся. Штаны эти запаковываем в велосипед. Я явно там кого-то испугал. Он думал, бля, он сюда не ехает. Там какой-то маньяк голый стоит на скамейке. Отлично. Итого одна пара штанов, одна пара носков. Все поняли. Температура на улице +4, +5. Шикарные ботинки вообще. Супер. Все, они один хрен. Они вот здесь вот в поясе большеваты, я понял. И хоть как не затяни этот шнурок, все равно спина голая. Все вторые синие штаны будут больше этих. Элемент на размер меньше. Затянем еще поуже шнурок. Может, поможет.
заехал в какие-то чигиря. В этом направлении всегда езжу какими-то разными дорогами. Никогда не знаю, как в сторону Занец ехать. Ну вот прямо шуи прикольные, удобные, все классно. Но я бы не сказал, что прямо сейчас вот мне в них жарко. В обычных тонких носках, ну так вот чувствительно. Могло бы там что-то потеплее еще быть. Таки дох, надо хотя бы один теплый носок одевать. Распаковка! Сейчас будет полюбившаяся мне одному рубрика распаковка компакт-дисков. Только что, прямо только что по почте я получил свежекупленный компакт-диск группы Rammstein. Ха! Такого еще не было, да? Удивлены? Никто не смотрит? Никто не удивлен? Пофиг. Я удивлен, я рад. У меня скрипит стул, непонятно, что с ним делать. Ну, получается, надо поменять. Блин, какой классный проспект. Вообще состояние просто бомбезное. Как будто новый прям. Такое качество бумаги, если прямо какая-то глянцевая бумага. Офигенная. Вот за что я люблю вот эти вот распаковки, вот эти вот компакт-диски, виниловые пластинки, за вот эти тактильные ощущения. Блин, ее как будто даже не листали. Она, или это потому что бумага глянцевая, как будто слипшаяся еще. Так что-то видно, что я снимаю сейчас. Слова песен. На каком языке, кстати, так я вижу пока что английский. И все выполнено в каком-то таком стиле. Даже не матрица, это какая-то такая компьютерной графики начала 2000-х. Компьютерно-медицинское какое-то такое. Офигеть. Прикольно. Вот они все зародышами плавают в этих банках. Как они назывались, эти банки? Если вот эти медицинские. Забыл это название. А? Нет, которые большие. Так, ну диск в хорошем состоянии. В очень хорошем состоянии. Нету ни царапин, ничего нет. Оформление такое классное. Вообще, это альбом Мутер, я его считаю самым классным, одним из самых классных альбомов Rammstein. Когда Rammstein был еще настоящим тем Rammstein. Ну, вот так все ворчуны говорят, что раньше было все намного лучше. Не буду от них отставать. Все, значит, купил я этот компакт-диск на eBay за какую-то невразумительно огромную сумму, что я обычно не делаю, не практикую, за целых 3 евро. Плюс евро 90 доставка. Итого он вышел, мне обошелся в 4,90. Обычно я такое не делаю, покупаю все компакт-диски не дороже 2 евро. А тут все 3 пульнул, такой думаю, блин, это же такой офигенный альбом. Состояние Sehr Gut. Хочу. И купил. Давайте пару слов теперь за этот альбом и пару слов за Rammstein. Какой-то тост прямо получился. Так, друзья, значит, вот это вот, то, сколько он мне обошелся. Теперь Rammstein. Что у нас Rammstein? Так, Rammstein от названия авиабазы Rammstein, дословно каменный таран. Немецкое произношение, непонятно, немецкая метал-группа, образованная в январе 1994 года в Берлине. Музыкальный стиль группы относится к жанру индустриаль-металла, конкретно его немецкой сцене Neue Deutsche Härte. Прикольно.
Основные черты творчества группы — специфический ритм, в котором выдержана большая часть композиций и эпатирующие тексты песен. Особую известность группе принесли сценические выступления, часто сопровождаемые использованием пиротехники, получившие признание в музыкальной среде. Состав группы ни разу не менялся. Вот это вот удивительно. По состоянию на 2018 год группа продала около 20 миллионов копий альбомов. Название группы: 28 августа 1988 года на авиабазе «Рамштайн» во время авиашоу с участием итальянской авиационной группы высшего пилотажа «Фрессе Триколори» произошло столкновение 3 самолетов, в результате которого погибли 70 человек. Ты знал такое? Первый раз слышу. Нифига себе, 70 человек. И больше 300 получили ранения. Об этой трагедии рассказывает одноименная песня «Рамштайн» из дебютного альбома «Herzeleid». Подробности я не знал этого. Согласно одной из версий, музыкантам «Рамштайн» не было известно об этой трагедии, когда они придумали название группы. Придумана она была Кристофом Шнайдером, Паулем Ландерсом и Кристианом Лоренцем, со слов Пауля Ландерса. Во время одной из наших поездок с Фелик Шнайдер Фляке и я придумали новое название группы. Как-то на стенке нашего автобуса мы написали «Рамштайн Флюгшау», авиашоу «Рамштайн». Получилось глупо. Мы тогда писали «Рамштайн» с 2 «М». А разве «Рамштайн» с 1 «М»? Разве с «Рамштайн» уже с 2 так и пишется, с 2 «М», потому что не знали, что название города пишется с 1. Поначалу мы назвали себя так в шутку, но название прилипло к нам как нелюбимая кличка. Нам больше не удалось от него отделаться. Вообще-то мы не хотели называться «Рамштайн». Это название было для нас слишком конкретным. Мы еще искали «Мильх» — молоко, или «Эрде» — земля, или «Мутер» — мать. Но название уже закрепилось. Также, со слов Пауля Ландерса, просто сначала у нас была идея создания группы, которая называлась бы «Рамштайн Флюгшау», авиашоу «Рамштайн». Из баловства имя пару раз засветилось и так прицепилось, хотя некоторые из группы и находили его глупым. Теперь, конечно, они об этом и знать не хотят. Во всяком случае, имя просто приклеилось как кличка Флюгшау. Может, на английский манер читается как «флюк-шоу». Естественно, звучало слишком длинным, но «Рамштайн» нам нравился. Это к музыке тоже подходило. Согласно Жаку Тати, по словам ребят, название было выбрано по тому же принципу, что и «Rolling Stones». Но когда группа стала немного известной, выяснилось, что судьба сыграла с рамштайновцами злую шутку. Дело в том, что о трагедии, произошедшей в августе 1988 года на базе НАТО в маленьком немецком городке Рамштайн, 1М, во время проведения показательных полетов участники «Рамштайн» тогда ничего не знали. Это было в Западной Германии. А когда узнали, менять название было уже поздно. Став популярной, группа долгое время дистанцировалась от взаимосвязи между их названием и названием места трагедии. Двойное «М» в названии позволяло объяснять слово как обозначение каменного тарана, но этот вариант был озвучен уже намного позже. Ну все, значит, мировая известность Мутер за этот альбом. Несколько лет фанаты ждали следующие студийные работы группы. Такой большой, это вообще второй, получается, студийный альбом. Такой большой перерыв породил множество разных слухов, в основном о распаде группы. Однако в 2000 году Рамштайн садятся в студию записывать новый альбом. Так, что еще у нас есть за этот альбом? Мутер, третий студийный альбом немецкой группы Metal. Рамштайн вышел 2 апреля 2001 года. Альбом записывался в Германии, Франции, Швеции и Америке. Нифига себе, в 4 странах. Журнал Metal Hammer включил Мутер в 200 лучших рок-альбомов всех времен в стиле Industrial Metal. 4 место. В России альбом получил премию Рекорд номинации «Зарубежный альбом года». В интервью Noise Scene
Шведский продюсер и музыкант Петр Тигр посоветовал Мутор в качестве ориентира всем начинающим метал-продюсерам. Он очень хорош, потому что в нем много различных элементов, в нем есть оркестровые партии, тяжелые гитары, хорошее звучание барабанов, он может быть хорошим ориентиром. Все, друзья, остальная информация в Википедии. 11 песен на диске. Да. Вот и вся инфа по этому поводу. Погнали! На. Ну ты тоже нашла время, да, коняк? Алло. Ну хватит уже, да. Я приехал тут снять вас. А вы устроили здесь черти что. На. Ладно, не хотите общаться, не надо. Поехал я дальше. Что происходит с камерой, не пойму. Не могу включить ее. Включаю, она выключается. Все. В общем, сегодня будет полтинник. Остановился перекусить своими бананами. Что сказать, шуи. Прохладно, в тонких носках прохладно. Это вот все еще не те зимние прямо велоботинки. Это вот скорее осенние. То есть они, скорее всего, вообще не промокают, не продуваются ветром, но какого-то не хватает меха в середине. То есть если у тебя тоненькие носки, у тебя пальцы соприкасаются с этим каким-то толстючим каучуком или что это такое, пластиком, и в пальцы холодно. Еду домой. Сегодня полтинник, для разминки хватит.
Распаковка! Когда я уже куплю каттер-мессер для этих целей? Наверняка в тему есть. Боюсь, порезать куртку. Так, друзья, это пришла типа зимняя куртка. Но, судя по маленькой коробочке, не такая уж она и зимняя. Хотя, вроде там был на фотографии цвет серый, а здесь мы видим цвет черный. Халло. Только я приехал, друзья, с фара, с велотура, проехал ни много ни мало 50 километров, и, выглядит неплохо. Also, медленно. Вот такой вот с рисунком. Вообще, она на фотографии была серая. Ну ладно. Я обещал сам себе не покупать черных вещей. Размер XL. Почему-то я перешел на XL. Хотя всегда носил L. Блин, прикольно. Это офигенная куртка. Офигенная куртка. Короче, я теперь коллекционирую куртки. Или мне надо L? Нет, XL. И вот этот рисунок, и вот эти звезды на локтях. Это просто бомба. Это именно МТБшная куртка, типа. Все, друзья, это была распаковка. Еще короткое включение. Я не помню, я эти звезды на локтях показал, нет? Вот такие звезды просто бомбезные. Вот такая вот. Тут вот на груди рисунок офигенный. И самое главное, вот этот четкий, крутющий рисунок на спине. Это просто бомба.